Всем огромный привет, дорогие гости и подписчики моего канала. Меня зовут Люба, и вы на канале о вязании. В этом видео я предлагаю вам связать вот такие вот замечательные пинеточки для самых маленьких. Пинеточки связаны из пряжи Alize Puffy. Если вы не умеете вязать и никогда не держали в руках спицы и крючок, то это видео специально для вас. Ведь пряжа Alize Puffy создана специально для того, чтобы вязать без спиц и крючков. Цвет пряжи номер 87. Если вам интересно и вы тоже захотите связать такие пинеточки своему малышу, то тогда давайте вязать вместе. Итак, кто не знаком еще с пряжей Alize Puffy, ниточка имеет уже готовые петельки, поэтому для вязания нам не понадобится ни крючок, ни спицы. Для вязания пинеток нам нужно набрать цепочку из 5 петель. Для этого берем вторую петельку и продеваем ее через первую. У нас получилась одна петля. Следующую петлю от рабочей нити продеваем через эту петлю. У нас 2 петли. Следующую петлю от рабочей нити продеваем через петельку. Мы сделали уже 3 петли. И таким образом набираем 5 петель. Считаем. 1, 2, 3, 4 и 5. У нас получается вот такая вот косичка. Сейчас у нас рабочая нить с правой стороны. И эта косичка у нас имеет вот такие вот перегородки от петелек. У нас их 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. Захватываем первую такую перегородку. И петлю от рабочей нити продеваем. Следующую перегородку захватываем. Петлю от рабочей нити продеваем. Дальше продели. Итак, мы продели уже 1, 2, 3. Продеваем 4-ю петлю. И в 5-ю петельку мы должны продеть 3 петли. У этой петельки у нас получается 2 перегородки с правой стороны и с левой стороны. Захватываем перегородку с правой стороны и продеваем 2 петли от рабочей нити. И теперь захватываем перегородку с левой стороны и продеваем 1 петельку. Таким образом мы протянули в одну петлю 3 петли. И мы перешли на другую сторону. Также у нас имеются здесь перегородки. И мы начинаем продевать петли. Захватываем перегородку, протягиваем 1. Следующую перегородку протягиваем петлю 2. Следующую перегородку протягиваем петлю 3. И в последнюю петельку, вот у нас перегородка, вот в эту последнюю петельку мы делаем прибавку и протягиваем 2 петли. Итак, всего мы должны были протянуть 12 петель. Давайте проверять. Эта петля уже идет от рабочей нити. Первая петля, с которой мы будем закрывать ряд, мы ее не считаем. И начинаем считать наши петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И начиная вот с самой первой петли, которая у нас была самая первая петелька, мы начинаем закрывать ряд. Закрываем петельки вот таким вот образом. То есть протягиваем петля через петлю. Петли закрываем по кругу до конца ряда.
И теперь смотрим, у нас должно получиться вот таких вот 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И теперь смотрим, вот у нас получилась петелька. У петельки есть задняя стенка и передняя стенка. Мы захватываем за переднюю стенку, та, что ближе к нам, вот за эту вот перегородочку. И в эту петлю мы протягиваем 2 петли от рабочей нити. То есть мы делаем прибавку. Протянули, захватываем переднюю стеночку петли и продеваем 1 петлю. Следующую захватываем переднюю стеночку, 1 петля. Еще 1 петлю. И еще 1 петлю протянули. Итак, мы протянули в самую первую петельку, мы протянули 2 петли. Потом 4 петли мы протянули по 1 петле. И теперь вот у нас есть 2 центральные петли. В эти 2 петельки мы будем делать прибавку. Захватываем переднюю стеночку петли и продеваем 2 петельки. Следующая петля. Захватываем переднюю стеночку петли и продеваем 2 петли от рабочей нити. Мы развернулись на другую сторону. И теперь нам тут тоже надо протянуть 4 петли, в каждую по 1 петле. Захватываем переднюю стеночку петли и продеваем 1. Следующую петельку подхватываем, продеваем 2, 3 и 4. И у нас осталась 1 петля. Захватываем перегородку и продеваем сюда 2 петельки. Так, давайте посчитаем, сколько у нас петель. Первую петельку мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. У нас получилось 16 петель. Из первой петли мы начинаем закрывать ряд. Продеваем петелька через петельку. И таким образом закрываем ряд по кругу. Итак, вот наша подошва готова. В следующую петельку, вот мы закончили ряд. Следующую петлю мы захватываем за обе стеночки, за заднюю и за переднюю. Подхватили вот 2 стеночки. Продеваем петлю от рабочей нити за обе стеночки. И эту петельку мы закрываем. Таким образом мы соединили вязание в круг, то есть у нас теперь ровное полотно, и мы продолжаем вязать наши пинетки. Теперь для того, чтобы у нас образовалась вот такая вот небольшая каемка по подошве, следующий ряд мы должны провязать так. Вот у нас петельки. Мы захватываем теперь заднюю стенку петли, вот у нас задняя, вот передняя. Мы вяжем за заднюю стеночку. Мы провяжем таким образом только 1 ряд. Захватываем заднюю стеночку петли и в каждую петлю продеваем по 1 петле. Так, давайте еще раз. Вот у нас петля.
Вот у нас петелька. Вот у нас передняя стеночка, которая ближе к нам, и задняя стеночка. Вот именно за заднюю стенку мы захватываем и петельки продеваем. Продеваем в каждую петлю по одной петле и двигаемся так до конца ряда. У нас должно получиться 16 петель. И не забываем, в последнюю петельку мы тоже протягиваем одну петлю. И теперь давайте проверим наши петли. Первая петелька у нас не считается, мы ее не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И начиная с самой первой петли мы закрываем ряд, продевая петлю через петлю. И так двигаемся по кругу до конца ряда. И теперь посмотрите, благодаря тому, что мы захватывали петельки за заднюю стеночку петли, у нас образуется вот такая вот небольшая каемочка на подошве. И теперь следующий ряд мы вяжем опять за переднюю стенку. Захватываем вот петля. Вот задняя стеночка, вот передняя. Захватываем переднюю стенку, то есть вяжем второй ряд в высоту и вяжем в каждую петельку по одной петле. Захватываем переднюю стеночку петли, захватили, продели. В каждую такую петлю мы протягиваем по одной петле. И у нас опять должно получиться 16 петель. Провязываем таким образом до конца ряда. Последнюю петельку мы тоже протянули петлю, и давайте теперь проверим наши петли. Первую петлю мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И начиная вот с этой первой петелечки мы закрываем ряд, также продевая петля через петлю по кругу до конца ряда. Вот таким вот образом у вас должно получиться. Теперь мы должны отметить 8 центральных петель. Для этого нам понадобятся маркеры. И теперь нам нужно выделить 8 центральных петель. 4 петли с правой стороны и 4 петли с левой стороны. От центра отсчитываем 1, 2, 3, 4. Отмечаем 4-ю петлю маркера. И теперь от этой петельки считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 8-ю петельку мы отмечаем маркером. Теперь еще раз все проверяем, складываем нашу пинетку и смотрим, чтобы эти петельки были друг против друга. И таким образом мы отметили 8 центральных петель. Начинаем вязать ряд и довязываем до маркера.
Довязали до маркера, маркер снимаем, и теперь нам нужно сделать 4 убавления. Захватываем переднюю стеночку петли, петлю от рабочей нити продеваем раз, и эту же петлю продеваем за переднюю стенку следующей петли. Мы сделали одно убавление. Дальше следующую петлю от рабочей нити берем, продеваем в первую петельку, и эту же петлю захватываем в следующую переднюю стеночку петли и продеваем. Сделали второе убавление. Дальше таким же образом мы делаем третье убавление. И последнее, четвертое убавление, захватываем переднюю стеночку петли, продеваем раз, маркер снимаем, и эту же петлю продеваем во вторую петельку 2. Мы сделали 4 убавления. И дальше довязываем ряд до конца. И начиная с первой петли мы ряд закрываем, продевая петля через петлю, двигаемся по кругу. Итак, мы сделали первое убавление, вот так вот у нас получается. И теперь в этом ряду мы должны сделать еще одно убавление. Мы должны выделить 4 центральные петли. То есть можно также вот опять сложить пинеточку и выделить 4 петли. 2 петли с правой стороны и 2 петли с левой стороны. Вот они. Отмечаем их маркером. 1, 2, 3, 4. 4 центральные петли. И теперь довязываем до маркера, продеваем в каждую петлю по одной петле, довязали до маркера, маркер снимаем, захватываем переднюю стеночку петли, петлю от рабочей нити продеваем раз, и эту же петельку продеваем через следующую петлю. Убавление одно сделали. И следующее убавление. Петлю от рабочей нити продеваем через одну петлю и эту же петлю через вторую. Итак, мы сделали 2 убавления. И дальше довязываем ряд до конца, продеваем в каждую петлю по одной петле. И закрываем этот ряд. Продеваем петлю через петлю по кругу до конца ряда. И вот так вот у нас получается. И теперь мы просто должны провязать высоту, необходимое количество рядов. Какую высоту и сколько рядов нужно провязать, это решать вам, смотря какую высоту вы хотите вашей пинетки. Я провяжу 4 ряда. Итак, продеваем в каждую петлю по одной петле по кругу. Сейчас у нас должно быть в работе 10 петель. Не забываем о том, что мы захватываем переднюю стеночку петли. Итак, давайте проверим наши петли. Первую петлю мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель у нас в работе. Ряд закрываем.
И таким образом я провяжу еще 3 ряда. Вы провяжите эти рядочки самостоятельно, продевая в каждую петлю по одной петле. Итак, я провязала в высоту 4 ряда, и у нас получается вот такая вот пинеточка. Теперь мы следующую петлю от рабочей нити разрезаем и лишнее отрезаем. Итак, мы отрезали лишнюю ниточку, которая нам уже не нужна. У нас осталась одна петелька. Мы эту петельку протягиваем. Через следующую петлю захватываем 2 стеночки петли, переднюю, заднюю. И эту петельку протягиваем на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны хвостик вытягиваем через эту петлю. Вытянули, и этот хвостик теперь мы закрепляем и ниточку прячем. И таким вот образом у нас получается вот такая вот пинеточка. И в итоге получаются вот такие вот пинеточки. Мне почему-то очень захотелось сделать глазки и носик. Я их просто наклеила, но глазки также можно пришить. Продаются специальные глазки, которые пришиваются. Либо при желании можно глазки и носик вышить. И получаются вот такие вот замечательные топотули. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом все. Вяжите с удовольствием. Всем удачи и до новых встреч!